Друзья, всем доброе утро. Это новое видео, и мы его начнем с Омской области. Вот. Кафе, ну оно как, комплекс называется, Уют. Сейчас пойдем выкинем мусор немножко. Капельки капну. Что я обратил внимание? Колу вчера взял. Уже не литр. 0,9. Везде обман. Кругом обман. Так. Опа. Сейчас. Идем. Вот так вот заснеженный весь трал. Самое интересное, вчера говно текло, так называемое, все в снегу, все во льду. Кошмар, блин. Ладно, потом отряхнем. Опять этот живитель вылез, блин. В районе Омска, говорю, блин, все заснежено, говно текет. А здесь дальше проехали уже за Омском, мороз минус 20. Все это сейчас замерзнет. Я представляю, кровь так молотит. Я представляю на мойке, как обрадуются мойщики. Ой. Когда это все приеду, я буду отмывать. Вот такое вот кафе. Там Газпром. Антиплатон. Сейчас сходим в магазинчик. Сейчас, секунду. Машину не закрыл. Сейчас сходим в кафе. Точнее, магазинчик. Ну, не кафе, магазин, все в одном лице. Вот. Друзья, возьму пиво. То есть пиво вкусное. Я как-то один раз привез, как гостинца. Угостил. Один парнишка: все еще привези, пожалуйста. Зайчик. С Нового года зайчик. Привези еще, блин. Ну, такое пиво, как он. Я не знаю, я не пью, не понимаю. А он говорит, типа, это как раньше, говорит, было. Вот такой вкус настоящего пива. Парикмахерская, массаж. Все есть. Кафе такое здесь уютненькое. Магазин большой. Конфеты, печеньки, молочная, мясная продукт. Ну, короче, все есть. Что захочешь. Свежая выпечка. Тушенки вон. Тьма тьмущая. Какой только нету. Свежая выпечка, сами они пекут. И хлеб. И для чая что-то все есть. Вон, пожалуйста. Так, вот это пиво. Вот такая вот кружечка. Тидынь. Открыл. Попил. И еще сейчас покажу, какое неплохое вот абаканское пиво. Думаю, вот это сейчас возьму. Да и того возьму чуть-чуть. Угостим, так сказать, привезем гостинцы. Что-то какой-то дарк новый появился.
Премиум. Еще светлый есть, но что-то я его здесь не вижу. Походу разобрали его. А так, магазинчик, все есть. Одежда, куртки, шлепанцы, горелки, газ, бензозайка. Даже вон супер ламбрикены есть. Ладно, ребята, сейчас наберем, а потом дальше буду снимать. Затарился, короче, я, ребят, по полной гостинца. Сейчас самое главное где-нибудь не навернуться, донести до машины. Морозец, морозец. На улице морозец. Мужик, он утепляет ман кордонками. Все, мы упаковали, так сказать, пиво закинули на верхнюю спалку. Будем выезжать. На улице морозик реально давит, но так прям ощутимо. Заезд, конечно, здесь сделали, выезд, точнее, сделали. Этих блоков наложили. Раньше вот здесь вот на месте блоков все в ряд вставали и как бы нормально было. А сейчас вон два проезда сделали только и все. А так вот встанут, за ними станешь, будешь стоять, пока они там покушают или в туалет сходят. Вот здесь кафе было. Сейчас туда в новое здание перенесли. Выбор у них тоже там большой, как бы такой. Но несмотря на то, что уютно, выбор есть, все кушают вот здесь. Кафе Три Семерки. Здесь рыбу жарят прям отменно. Ну и цены нормально. Но такое небольшое, как бы, но все почему-то кушают здесь. Здесь вот сейчас будем проезжать постамент пограничникам, погранвойскам. Граница священная и неприкосновенная. Поселок Крутинка. В 1759 году основан. Короче, сейчас всю дорогу буду ехать слушать мелодию звенящих бутылок. Как настоящий алкаш. Ладно бы сам еще пил, другого разговора. Это не пью и буду всю дорогу слушать. Ну ладно, ничего. Друзей порадуем и угостим. Все, двигаемся дальше. Сегодня в планах добежать до Кургана, там, может быть, уйти в сторону Екатеринбурга. Вот тоже постамент ВДВ. Добежать до Кургана, уйти в сторону Екатеринбурга, где-нибудь там переночевать. Надо созвониться с выгрузкой. Выгрузит меня нет, потому что завтра Рождество. У меня. Вы это попозже будете смотреть. По-любому у вас уже там, наверное, 14 января будет. Старый Новый год провожать будете. Ну, по крайней мере, я Старый Новый год провожу и, так сказать, встречу новый, дай бог, дома. На улице минус 25 уже.
свежо, хорошо. Ну, наледь какая-то такая вот на трассе, на дороге, на асфальте, вот это беспонтовая, хуже нет. Очень много смотришь там. Сюда кто-то в кювет ушел, туда, ну, следы уже вытащили машину, но поуходило много, блин. Вечно торопится, кто-то спешит, кто-то кого-то подрезает. Дай бог, чтобы мы добрались до дома, все выгрузится нормально и доехать до дома. Все, шагаем. Проехал Бердюшку, сюда уже на Макушино, так сказать, вышел. Что-то вообще фигурное катание, будь здоров прям. Асфальт вообще ледяной. Тоже сейчас в рацию кричал там мужичок на газончике. Фитинг ему надо было. Остановился. Смотрел, у меня таких нету. Давай трогаться. Блин, она вообще не едет. Буксует, блин. Сейчас разогнались более-менее, как бы, ну, спокойно идем в ритме, там, не виляем, не газуем. Нормально все. Что-то сейчас по рации один кричал там на Макушинском кольце. Не габарит, что-то останавливает, проверяет все. Вот, я у нее переспросил, что всех подряд, что ли, только не габарит. Тишина. Сейчас доедем, посмотрим, может, из тех, кто любит жути нагнать. Или где-нибудь там сейчас это встали, как в Челябинске меня тоже, так сказать, вылавливали. Там кусок небольшой переметов, ну как бы дорогу заметают. И укатали, и получился гололед, короче. То есть ехали нормально, и там километр, может, 3-5, вот такой вот отрывочек небольшой, переметы. Я говорю, укатали, получился гололед, они после него стоят. Вот, останавливает. Здравствуйте, здравствуйте, что там, как там, где там, как. Документы проверяет. Разрешение ваше, вот, пожалуйста. А вы в курсе, что вам в гололед нельзя ехать? Я говорю, так там кусочек, да какая разница? Думаю, вот это, да, новый развод. Что-то с ними я немножко так кусался. Я говорю, хорошо, я на гололед заехал. Вот. И куда мне сворачивать? До ближайшего кафе надо, до стоянки дотянуть. Ну там же вот было кафе. Я говорю, так это до гололеда было же. Как до гололеда? Я говорю, ну как так? Ну короче, ни хрена ничего. Ладно, езжайте, типа там. Немножко еще мы подискуссировали и поехали дальше. Может здесь тоже сейчас скажут, ага, едут с гололеда, надо посмотреть, есть у них разрешение эта пометка или нет. Что в гололед запрещено двигаться не габариты. Сейчас доедем до Макушинского кольца, посмотрим, что там за кипиш такой. Ну что тут, кипиш прям из сотрудников. Все не габариты щелкают, тормозят, блин. Кошмар. Паникеры чертовы, блин. А то ты что там, столько не габарита нащелкали. Я еще переспрашиваю, он уже такой, знаете, это, ну, не отвечает. И мне что-то так подозрительно стало, блин. Я опять как бы рацию дальность прибавил. Я говорю, продублируй, коллега, что там, только не габарит, говорю, что тормозят? Все, тишина. Думаю, ну ладно, сейчас доедем, проверим. Так вот, у нас ребята, жути нагоняет. Коллега, инвалид. Слово коллега. Сейчас нам надо до Кургана доехать, посмотреть, где у нас маршрут переходит в сторону Екатеринбурга, потому что я так понял,
где-то на последнем колечке, если отсюда идти. Ребят, на Омск идете, аккуратнее, там на колечке машинка работает, повнимательнее. Все, ладно, шагаем мы дальше. Что-то будет интересное, буду снимать. Маленьким тоже надо подсказывать, что там машинка стоит. Вот они, кстати, больше подсказывают сейчас, да, вот, ну, в фарме там, если машина стоит, больше подсказывают, моргают, тем самым говорят, что гаишники там работают, чем вот на фурах. Ребята, ну что-то вообще какие-то стали пассивные. Трудно дотянуться, что ли, до рации, сказать то, что там, блин, экипаж стоит. Давайте немножко как-то, блин, друг друга уважать. Вообще, каждый сам за себя, вот я заметил сейчас, это что-то, нечто. Он едет, ему хорошо, он гаишников проехал, его не остановили и все. А ты что, как там будь, так и будь. Твои проблемы. Ну возьми, дотянись до рации, скажи то, что там и работает экипаж, повнимательней. Ладно. Хорош. Мировоучение. Вашему вниманию объездная города Кургана. Минус 16 на улице. Лобовуха в говно. Не замерзай-ка. Не знаю, замерз. Ну, короче, замерзли, скорее всего, вот эти брызгалки, точнее, дырочки. Через 500 метров круговое движение, второй съезд. Все, спасибо, Алиса. То есть нам сейчас не направо нужно будет уйти на Тюмень, а дальше, короче, который, я так понимаю, перед постом бывшим на том кольце нужно будет уйти направо. Второй съезд. Курган, вывеска. Точнее, Прямо 9 километров. не вывеска, а как он правильно называется. Не суть, короче. Конец рабочего дня. Все, я уже не соображаю. Стелла, Курган, назовем ее так. Вот, кстати, вот в этой кафе, вот в этом, неплохие пельмени. Имейте в виду, ребят. Стояночки, конечно, ни о чем, но пельмени нормальные. Уже так вечереет. Вроде еще 4:30, а уже темнеть начинает. Как хорошо летом. Проснулся, светло. Спать ложишься, светло. А зимой проснулся, ночь. Опа! Опа! Проснулся, темно. Едешь, темно, потом начинает расцветать. Все. Тут бац, стемнело. А вставать на стоянку еще, так сказать, рано. Едешь, уже темно, потом встаешь только на стоянку. Световой день зимой очень короткий. Раньше как-то летом приедешь на стоянку, еще время есть, так сказать, только начинает темнеть. Пойдешь, возьмешь чайничек, плитку, заваришь чай, посидишь, чай попьешь, в телефоне позалипаешь, ложись, идешь спать. А утром просыпаешься от того, что в кабине дышать
становится жарко, так назовем. Уже солнце выходит, шторы там, люк, черную занавеску эту прогревает, и все в кабине жарко. Уже просыпаюсь от того, что жарко. Белый трал проехал. Очень редко такие встречаются. В большинстве красный, синий, серый. Я как-то видео снимал, в Артеме мы стояли, там такая розоватая Вольво, розовый трал. Это белый. Чем это? А, там КДМ-ка едет впереди. Поэтому так медленно. Энергия что-то там куда-то спешил, всех обгонял. В итоге вот он едет. Куда спешил? Непонятно. Ладно, не будем мы снимать заснеженные ворота транспортной компании «Энергия». Все, пошел он. Нет, мы не успеем, там уже встречка пошла. Белой солью посыпают. Нифига себе. Издалека так скажешь, как будто, блин, она у него в пустоту крутится, просто так, нет. Либо соль, либо какие-то реагенты посыпают. Одно из двух. Потом это все, снег растает, будет жижа. Ну, давай, скорее уже. Что-то все медленнее. И непонятно, тут что, есть прерывистые, нет, обойти его. Сейчас только дернись что-нибудь. Бабам! Товарищи сотрудники стоят. Скажут: Дмитрий, ну что вы, идите сюда. Нарушили. Нарушил. Ну все, давайте. Будем вас сейчас оформлять. Как в этом. Где меня после Болотного остановили, прям в полосе он остановил, скользко, узко. Даю ему разрешение, распечатку. Я говорю, там ленты мало осталось, может сейчас не распечатать. Я говорю, есть у вас лента? У нас нету. Я говорю, ну карту вставьте тогда, распечатайте свою. Там какая-то же есть у них, данные считывать. Что мы обойдем его здесь? Потихонечку обойдем. Данные считывать, есть карта. У нас нет такой карты. Я говорю, ну вот. Ну так, дурочку включил. Ладно. Он что-то мне тахограф давайте, или сейчас оформлять будем. Типа распечатку давайте или оформлять будем. Дяде Сергею Наговицыну. Тройной фафа. Вот. Давайте распечатку. Я говорю, да ладно, давайте. За сегодняшний день ему распечатал, я там проехал что-то всего лишь 300 километров. Он смотрел с таким умным лицом. Так хотелось, ребята, нагрубить ему. Просто он подошел, ни здрасте, ничего. Я как бы так, ну, остановился, в окошко вылез, документы, так сказать, в руке держу, опустил их вниз, так руку повисла, рука как бы. Он мне подошел, ни здрасте, не представился. Документы взял, стоит, смотрит. Документы на груз. На. А разрешение? На.
тахограф. Это про тахограф уже начал. Я ему думаю, ну ладно, думаю, не будем там сильно грубить ему, сильно выеживаться. Просто, я говорю, в полосе остановила, там узко. У меня пол машины стояло на дороге, блин. Вслед ему хотелось крикнуть: облом! Что нам, через 2 километра показывает направо. Ни раз той дорогой, ребят, не ходил. То есть, ну, на Тюмень туда ездили, а это вот как бы вот этим кольцом, этими чигирями ни раз не ездил. И даже не знаю, там есть кафе, нету, там стояночки, чё, как, потому что просто до ЕКБ нам показывают до места 360 Через километров. 1 километр 500 метров, круговое движение, первый съезд. Хорошо. 360 километров до ЕКБ, ну как бы по тахографу нам еще где-то примерно час работы, и мы никак не успеем. И вот у меня такое чувство, что там нормальных кафе нету, и мы где-то будем стоять непонятно где. Хотя не знаю, ну посмотрим, ладно, что. Закроем глазки на тахограф и поедем до ЕКБ, раз не будет места. Вроде как бы сегодня нормально, выспался, спать неохота. Через 500 метров, круговое движение, первый съезд. Все понятно. Я вспоминаю, как я здесь раком-боком встал на этих курганских весах. Как я хотел материться там, ой, вы не представляете. Ну ладно, Круговое дяденька вовремя. движение, первый съезд. Давай, езжай, ну не тормозит у меня, что ты, блин, так это. Прямо 93 километра. Сейчас юзом пускать, блин, экскаватор еще тебя подвинет. Боком, блин. Я понимаю, страшно, то что такая дура летит, но извини, чувак, я не специально. Все, до какого-то еще кольца нам 90 километров. Вот к чему я говорю, веду-то? После этого моего видео, как я прилип там на весах, звонил этому министру этого края дорог, как бы там этих, ну я не знаю, как он, кто он конкретно, какой-то начальничек в дорожном министерстве. И все, я что-то там через месяц, через сколько там я поехал, бац, все, весы закрыты. А сейчас ремонт дороги сделали, тут еще отремонтировали и вообще их убрали. Сейчас просто там широкое место, парковочка. Так, фары включим, но от них толку нету, ладно. Все, шагаем. Ну, друзья, все, мы в Екатеринбурге. Вчера погода кошмарная была, просто. Кое-как я доехал. Это нечто было. Там реально, не знаю. За руль держаться, не знаю, за камеру. Ну и темно уже было, ночь. Я как бы цель поставил себе доехать до места. Вот, все нормально, добрался. Но снега намело кошмар здесь. Минус 20, и снег и валит, и валит, и валит. Он перестанет чуть-чуть, вроде мелкий, но идет. Ну, короче, вот, смотрите. Приехал вот такой вот стройкомплект, база. Здесь мы будем выгружаться. Давай, качай. Воздух мало. Здесь мы будем выгружаться и потом переезжать на Ижевск. Но дорога вчера ужасная была, блин. Столько аварий. Сзади едешь, ничего не видать, за кем-нибудь пристроишься. Это что-то, нечто было. Такие вот сугробики здесь своеобразные. Я так понимаю, здесь
много разной новой техники, потому что пока я пропуск выписывал, парень пришел тоже, я вот с доверенности за получением новой техники, кому куда обратиться там, то есть все. Мы все подсказали, объяснили вроде бы. Езжай. Все, можно ехать. Преодолеваем сугроб. Сервисные центры, Скания, Вольво стоят, Фавы, или как их правильно. Как сейчас лапы вытаскивают, чтобы под трал подпереть, когда будет экскаватор съезжать. Вот это для меня загадка будет сейчас. Так, вот вроде вижу китайскую технику. Вопрос дальше, куда ехать. Тралы стоят екатеринбургские. Ладно, ребят, сейчас мы позвоним. А то непонятно, куда ехать, что. Сказали, встретят, кто встретит, где, когда. Вели экскаватор. Аппарели доставать бесполезно. Скамейки мы взяли. Сейчас будем сгонять. Что, пробуем? Вроде уже даже сам обороты сбрасывает. На улице мороз. Минус 20. Даже где-то 22, наверное, потому что градусов все равно 1-2% обманывает рядом, потому что мотор теплый. Ну, кое-как завели. Да, эксплуатирует технику в такой мороз. Это еще не совсем мороз, что все равно с летней соляркой, там как в Китае залили летней соляркой, оно так и есть. Ладно, ребят, руки замерзают, так что пока перестанем снимать. Еле-еле идет. Все такое натяг.
Нормально, нормально, да. Чуть-чуть наискось. Ну ты чуть-чуть ты эту толкай вперед. Как бы наискось чуть-чуть толкай рычаги. Все, вот таким образом потихонечку съезжаем. Давай, давай, смелее, на земле уже. Все, опускайся. Все, можешь задрать ковш. Все, у нас его ставскивать сюда начало. Чуть не по плану, как пошел, мы выровняли его. Все, документы подписали, пропуск подписали, можно выдвигаться в сторону Ижевска. Так, сейчас пропуск дадим. А? А что, штампик не нашел, что ли? У него большая печать только. Штампик еще какой-то. Ну расписали же, все, выгрузили, расписались. Что еще надо? Коллега стоит. Я подъехал, я говорю, ты что, кому-нибудь звонил? А что звонить? Понедельник сказали только. Я говорю, ну ладно. Лукойл, давай в правый ряд. Пускай стоит на понедельник, значит. Зря есть такая поговорка. Волка ноги кормит. Подсуетился, понадоедал немножко. Все, выгрузили, поехал дальше. Ну все, друзья, на выезд мы. И, так сказать, рвем в сторону Ижевска, скидываем маленькую. И домой. Подустал я, честно, подустал. Очень. Сейчас даже начал уже ругаться на этих. Заехал, час постоял, час мастер подойдет. Час стою, нет никого. Звоню, трубки не берут. Опять звоню, трубки не берут. И так раз 8. Потом уже плюнул, пошел мастер навстречу мне идет. Я говорю, вы что, как поступаете, ребят, что за отношения-то вы? А я чё, мне ничего, я вот сказали, я иду. Понятно, думаю, ладно. Ладно, благо выгрузили, все, говорю, спасибо, давай, с праздниками. До свидания. Ну все, друзья, едем в Ижевск. Вот на таком месте ранним утром меня выгружают. Машина вся во льду. Надо сейчас будет искать мойку, отмывать, разогревать все. Короче, весело все. Брызговики уже колом стоят, уже просто тупо лед кусок. В самый ненужный момент села батарейка. Короче, он ее поднял, поставил на себя, сложил лапы, отъехал туда на пятачок и там выгружать начал. Я уже
так сказать, поехал. Что стоять, мерзнуть? Тоже у хозяина спросил, я говорю, что ты долго ее ждешь? Он говорит, в сентябре оплатил. И вот только привезли. Ну нормально так время прошло-то. Я считаю, пока нас в Японии там аукцион пройдет, пока она переплывет, пока растаможит, все сформирует, привезут ее сюда. Короче, подождал ее нормально. Ну, довольный, счастливый. Он еще видно, что не выспался. Или может, он всегда такой. Вот. Но улыбка такая грустная присутствует. Грустная улыбка. Ну, такой он какой-то поникший, но видно, что радуется, то, что машина приехала наконец. Все, мы выдвигаемся в сторону Челнов, на Можгу, через Можгу. Что-то спросил, через Агрыз. Да нет, лучше, говорит, там не едь, езжай через Можгу. Я уже давно здесь не ездил, не помню, как лучше, что лучше. Так что поедем через Можгу. Как раз сейчас поворот налево, на Агрыз. А нам нужно прямо ехать. Помню, здесь как-то ночевал давным-давно. Еще, по-моему, на Газельке мотался. Кафе. Ой-ой-ой. Все, надо найти сейчас нам. Цель поставлена найти мойку. Не знаю, будут работать, не знаю, отмоют такую заледеневшую. Но на стоянку машину надо поставить чистую. В любом случае будем искать. Если ничего не найдем, наверное, позвоним нашим товарищам в Volvo Центр в Челнах. И договорюсь, может там загоню, помоют. До Казани 360, но нам на Казань не надо. Нам надо на Челны. Ладно. Едем. Вот и Челны. Без 5 минут уже дома. Сейчас созвонился с Volvo Центром. Договорился на мойку. Вроде как бы сейчас машинка там моется. Но если кто-то на ТО будет заезжать, они в приоритете, то есть придется им уступить. А так как бы пока по записи никого нету. Так что дай бог все нормально, мы заедем и помоемся. Без очереди называется. Ну, будем надеяться, что никого не будет. Потому что надо машину по-любому отмыть, как ни крути. Считаю, вся во льду, блин. Я говорю, машину сдавать в таком состоянии мне совесть не позволит. Так что надо ее отмыть. На улице минус 24. Еще терпимо. Не знаю, как бы, кто что скажет, напишите в комментариях. В такой мороз как-то чревато мыть, нет? Ну, тогда поехали, что встал-то? Чревато в такой мороз мыть, нет? Какие последствия могут быть? Естественно, как бы я сразу уезжать не буду, хотя бы еще минут 10-20 подожду, пока стечет, пока там немножко подсохнет. Потом уже буду выезжать. И если вы обращали внимание, я выезжаю, открываю все двери, как бы машину не глушу, ничего.
чтобы она немножко остыла, так сказать, проветрилась вся, чтобы влага испарилась, чтобы резинки потом не примерзли. Ой-ой-ой-ой, как всегда здесь дорога желает лучшего. Чтобы резинки не примерзли, чтобы замки не замерзли. Сюда я гонял свой МАН. Так, последняя наша минута прощания с ним были именно в этом сервисе. Что-то все строится тут, блин. Технониколь. Я так понимаю, здесь, наверное, не завод, а какой-то типа мини-склада. Торговая система, да, наверное, какая-то торговая площадка. Значит, вообще все заметенные, все в снегу, блин. Никто не строит сейчас, наверное, не покупает ничего. Даже в офис. Следов нету, все заснежено. Ну, еще, конечно, праздники. Дают о себе знать. Сейчас 9 числа будут уже шевелиться. А номера нету. Нету там номера. Номер какой? МКС 228 716. 228 МКС. Да. Я не на мойку. Сюда, говорит, поставить. Поставим. Как только, так сразу. Вот, многие 700 дорог отдыхают. Тоже трал какой-то стоит. Не знаю, просто стоит, как я тут раз оставлял, не знаю. На ремонт. Вот Вольва знакомая, черная, казанская. Тоже, по-моему, под тралом. Да-да-да, именно наш Улай. Ой, ее что-то у нее правый угол пострадавший какой-то. Ладно, сейчас узнаем по поводу мойки. Заехал на мойку, ребятам. Мойщик увидел. Ну его нахер. Я, говорит, на обед. Все, убежал на обед, бедолага. Достал цепи, вот разложил, чтобы их тоже помыть, убрать сразу в ящики. Ну, правда, блин, тут задница называется. Что это? Вот что это? Кошмар. Просто кошмар. Ой-ой-ой. Говорит, пускай оттаивает, я пошел, говорит, обедать. Я говорю, давай, братишка. Я не тороплюсь. Фонарь жалко, где не могу найти, блин, такой. Ужас, ужас. Все во льду. Все в этих сталактитах. Кошмар. Ладно, ждем. Сейчас помоют. Как я здесь должен был аппарель достать? Все бы ящики переломал. Все петли бы сорвал, блин. Это что-то, нечто. Бедная Вольва. Ну все, друзья, помыли машину.
немножко обсохнет, так сказать, на морозе. Кошмар, парнишка, блин, просто устал. Столько говна из-под низа выпало. Это что-то ж нечто. Но зато ладно, хоть и вымыл все как положено. Идеал прям. Ну, есть уж свои моменты, которые не вымываются, но все же. Ладно. По крайней мере, что было, что стало, намного лучше. Все, сейчас заплатим и будем выезжать в сторону Нижнекамска. Ну все, друзья, добрался я до базы. Поставил машину, собираю сейчас вещи все и в отпуск. Вот так, короче, как-то так. С этой машинкой я прощаюсь. Она пойдет другому водителю, потому что машина должна встать под другой трал. Вот. И как бы будет ездить с другим тралом. Ну не знаю, посмотрим еще, не думаю. Одну вот пригнали, которую мы смотрели в Беларуси. Это тоже на учет поставили. А моя как бы следующая. То есть на нее уже тоже водитель сел. Пока я отдыхаю, вторую пригонят, и она мне пойдет. Вот. Жалко расставаться, конечно. Все отмыл, сделал. Конфетка. Но начальство сказало, надо ее под другую сцепку собрать, под другой трал. Короче. Вот. А трал пойдет, наверное, скорее всего, под эту голову. Ну не знаю еще. Пускай они сами решают. Я получать буду другую машину. Честно говоря, не понимаю, что они там, как, почему, но им виднее. Но меня это все устраивало полностью. Ну ладно, решили. Вот. Так что все, ребят, всем пока. Не теряйте. Я говорю, в отпуск пойду немножко отдохну. 5 месяцев откатал. Как бы и сам желание проявил, и надо было. Вот. Но куда деваться. Ладно, все. Прощай, родная. Спасибо, что служила верой и правдой. Не подводила. Давай другого радуй. И не подводи.